Это Kikpi KP1. Компактная, мощная Android TV приставка с поддержкой 4K, AV1 кодеком, Dolby Atmos и голосовым управлением. Стоит недорого, но дает максимум. Стоит ли покупать? Сейчас покажу. Сразу начнем мы, наверное, с внешнего вида и комплектации. Поставляется она вот такой вот коробке. В принципе, в коробке есть все, что нужно для быстрого подключения. Сама приставка, блок питания, шнур HDMI версии 2.1 и краткая инструкция. Ну и, конечно же, пульт. Пульт имеет очень удобную форму, функции голосового поиска, есть инфракрасное управление. Можно управлять как и телевизором, так и смарт-приставкой. Очень удобный, не громкий, что самое главное. Ночью, в принципе, не будет никому мешать в управлении. Но интуитивно понятно. Есть все кнопки, функция быстрого доступа к YouTube, Google, Play Market, Netflix, Prime Video. Конечно же, забыл сказать, что приставка идет сертифицированная. Здесь вы сможете смотреть все сертифицированные приложения, включая Netflix, если у вас есть подписка. В принципе, проблем никаких не будет. По характеристикам расскажу чуть дальше. Давайте рассмотрим, что есть, какие есть USB-выходы на самой приставке. Имеет вот такой вот индикатор светодиод. С другой стороны у нас есть карта памяти, 2 USB-выхода. Хочу заметить, что USB-выходы идут в версии 2.0. И кнопка для сброса. С задней стороны у нас идут блок питания 12-вольтовый, оптический выход, HDMI версия 2.1, LAN разъем 100 мегабитный и AV выход для подключения старых телевизоров. Также имеет присутствие у нас Type-C. Очень-очень классная штука, если даже получается эта приставка копия Hamatix Airlite. И у них есть возможность подключить через Type-C разъем TVBT2 тюнер. Извиняюсь, если неправильно сказал. Вот такие вот выходы имеет эта смарт-приставка, компактная, удобная, стильная, красивая. Отличается от конкурентов своим дизайном. KP1 построена на мощном процессоре AMLogic S900Y 4B. Это 4 ядра ARM Cortex A35. Графика используется Mali G31. 2 гигабайта оперативной памяти. Память, хочу обратить внимание, DDR4. Встроенной памяти у нас 32 гигабайта. Поддержка всех популярных кодеков AV1, VP9, H265, HDR10, HDR10+, Dolby Audio, Dolby Atmos и многое другое. Работает приставка на Android 12, Android TV 12 с DRM сертификацией. Все приложения, которые требуют сертификацию, Netflix, какие-то другие, будут работать у вас без проблем и поддерживать полный весь функционал. Подключение максимально простое к телевизору. Подключили HDMI, подключили блок питания. Пара минут настроек, и вы уже можете пользоваться полноценной приставкой. Давайте посмотрим интерфейс приставки Kikpi KP1. Всем приятно знакомый Android TV. Все работает плавно, быстро, без каких-то затупов, задержек. Честно говоря, был очень приятно удивлен этой смарт-приставкой. Не ожидал такой скорости работы. Изначально выбирал между Mi Box S Gen 3, и мне на AliExpress попала скидка, и эта приставка мне вышла всего за $31. Я думаю, почему я буду переплачивать, посчитал обзоры, увидев обзоры на YouTube, думаю, возьму, и был приятно удивлен. Приставка ничем не хуже, все очень классно, быстро работает, плюс есть и Google сертификация, Netflix, поддержка всех приложений. Если нужно, можно поставить любые программы через APK файл. В принципе, работает Google Ассистент, Дикая река 4К. Сразу же можно включить, посмотреть. Давайте посмотрим статистику для сисадминов. Так, на данный момент у нас включилось разрешение. Ага, уже 1440. Ну, давайте включим на 2160. Ну, пожалуйста, без проблем. Все включилось. 0 дропов. И при этом включился HDR. 60 кадров, 4К разрешение.
Приставка работает плавно, без каких-то затупов, задержек. Картинка отличная. Сейчас зайдем в приложение AIDA 64, посмотрим более детальные характеристики. Производитель компания SEI Robotics, модель КП1. Показывает, что да, на приставке у нас используется 2 гигабайта оперативной памяти. Из них доступно на данный момент 782 мегабайта. Еще раз повторюсь, что 2 гигабайтов для этой приставки более чем достаточно. Встроенной памяти 32 гигабайта, все есть как описано. 4-ядерный процессор, максимальная частота процессора у нас 2 ГГц, что тоже вполне достаточно. Все работает идеально, без каких-то затупов, подтормаживаний. Ну и отображение, частота разрешения экрана у нас 4К и графический процессор Mali G31. Поддержка сетей 2,4 ГГц, 5 ГГц, на данный момент подключена на 5 ГГц Wi-Fi. И, к сожалению, нельзя посмотреть температуру самой приставки. Но, в принципе, пробовав, подносил руку на саму смарт-приставку, она не горячая. В принципе, я думаю, проблем с перегреванием у нас не будет. Также давайте посмотрим скорость интернет-соединения. Домашний интернет у меня со скоростью 300 мегабит. Сейчас посмотрим, что покажет смарт-приставка. Отлично. То, что заявлено, то и есть. Это на загрузку. Сейчас посмотрим на отдачу. Ну, отлично. Вопросов нет. Давайте еще раз перечислим плюсы и минусы этой смарт-приставки. Из плюсов поддержка кодека AV1, Dolby Atmos, HDR10+, Auto Frame Rate. Полноценный Android TV с Google сертификацией, все приложения 4K, Netflix, YouTube, Prime Video, все работает без проблем и с полным функционалом. Голосовой пульт, Bluetooth и большой набор портов и стабильная работа. Работа очень приятно удивила. Из минусов, может быть, для кого-то 2 гигабайта оперативной памяти будет и мало. Когда вам нужно подключить торрент, tor-сервер, плеер, который будет это все воспроизводить, плюс объемный файл, может быть, тогда да, этого будет недостаточно. И подведем итог про смарт-приставку Kikvi KP1. Это отличный вариант, если хочешь недорогую, но продвинутую приставку с 4К, с кодеком AV1 и с полноценным Android TV. Работает стабильно, выглядит стильно и, что важно, без танцев с бубном. Если понравился обзор, поддержи лайком. Всем пока!